Всех приветствую на канале, меня зовут Виталий, и я уже, можно сказать, по традиции раз в полгода или раз в год реанимирую свой YouTube канал. По крайней мере, пока это возможно. На этот раз на повестке дня игра от российских разработчиков Mantfish Atomic Heart. Оно же «Атомное сердце». Ну и в этом видео я покажу частичный игровой процесс, как данный продукт ведет себя на ПК, и в частности на видеокарте 20-го поколения. Так что если у вас аналогичное железо или просто имеется интерес к данной теме, то милости прошу. Рекомендуемые требования, на мой взгляд, вполне себе приемлемые на данный момент. Рейтрейсинга в игру не завезли, но используется технология DLSS для ускорения отрисовки некоторых сцен. Встроенный бенчмарк в данной игре отсутствует, возможно, разработчики добавят его со временем, поэтому покажу запись реального игрового процесса. Таким образом, выглядят настройки графики в моем случае. Текст игры сознательно на английском, чтобы англоязычная аудитория тоже могла почерпнуть для себя полезную информацию. Список железа указан в описании к видео. Изначально я собирался построить формат видео, как обычно, захват экрана и показатели загруженности в левом верхнем углу через мониторинг приложения MSI. Но что-то пошло не так, и на лицензионной версии игры мониторинг не отображается. Через GeForce Experience счетчик кадров тоже не выводится, и даже обычно спасающий в подобных случаях FPS-монитор тоже засбоил. В рамках эксперимента я добыл копию игры альтернативным методом и запустил мониторинг на ней. И вот тут уже оказалось интересно, а именно регулярные фризы и остановка звука. Чё ты рот раззявил? Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. Ощущение такое, будто вернулся лет на 15 назад в прошлое и пытаешься посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре со слабым интернет-соединением. К сожалению, уже записав несколько десятков минут игрового процесса, я вспомнил, что забыл отключить вертикальную синхронизацию, и, соответственно, FPS выше 60 не поднимался. Задолбавшись наблюдать микрофризы, данную версию я удалил и вернулся к лицензии. Там все прекрасно. Почему? А мне-то что с этим делать? Вот дерьмо! Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой, Эй, ты, ублюдок Я железный, упала. ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! как невежливо с их стороны. Единственная числовая информация, которую мне удалось собрать, это загруженность процессора в утилите HW-Info. Из таблички видно, что при равной частоте ядер использование их мощностей происходит не вполне равномерно. Впрочем, не думаю, что сей факт будет интересен широкой аудитории. Магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите. Держите меня. Да какого хрена? Пиздец! Конечно, вы можете возразить, что, мол, без графика частоты кадров тест бессмысленный и не отображает полную информацию. Однако очевидно, что на 60-герцовом мониторе при разрешении 1920 на 1080 с высокими настройками графики железо отрисовывает кадры с хорошим запасом и просадок не наблюдается. И что наиболее важно, так это сама оптимизация игры, которая находится на высоком уровне. За несколько часов у меня не возникло ни одного вылета, не было багов, провалов текстуры или микрофризов. Игра работает стабильно хорошо, без нареканий. А это у тебя откуда? Ты молодой. Может, лучше я? Ключ держи. А я уж тут сама. Единственное, что могу отметить, так это при включенном DLSS на уровне баланса часто не прогружались текстуры надписей.
Позже я DLSS отключил вовсе в связи с ненадобностью в моем случае. Данная версия игры куплена мною через игровой центр VK Play. Как работает версия в Steam, не проверял. Ну и пару слов скажу о самой игре. Хоть я ее еще не прошел, но первое впечатление сугубо положительное. Да, по механике своей она отчасти напоминает Doom, отчасти Far Cry, отчасти Dying Light, отчасти Control, но весь игровой лор основан на русской культуре времен Советского Союза, а таких продуктов не то чтобы много на рынке, особенно в текущий момент. В общем, повторюсь, я игру купил, чего и вам советую, считаю важным поддержать отечественного производителя. И опять-таки, лицензия работает стабильно хорошо, без нареканий. Я даже удивился. Потому что у игроделов в последние годы вошло в практику выпускать в день релиза что-то больше похожее на бета-версию. Вчера я прошел полимеризацию предварительно. Чувствую себя великолепно. Искренне могу сказать, что игра мне нравится. Я получаю удовольствие как от механики, так и от культурной составляющей, регулярно навеивающей ностальгию по ушедшим годам. Хотя сам я СССР и не застал, родился уже в современной России. Сценарий пока амбициозный, как игру пройду, можно будет сделать вывод о его полноценности. Возможно, сделаю полный обзор на эту игру. На случай блокировки YouTube в России рекомендую вам подписаться на русскоязычные соцсети автора, чтобы оставаться на связи. Ссылки будут в описании. До новых встреч!